Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Сладкий Мастер, готовлю восхитительную турецкую пахлаву с ярким вкусом восточной сказки, обладающей настолько ароматной начинкой, что после приготовления те, кто пробует этот десерт, будут долго оставлять восторженные отзывы. И это неудивительно, ведь ореховая начинка с нежным тестом и ароматным медом принесут много положительных эмоций всем, кто хоть раз попробует этот десерт, устоять от которого просто невозможно. Пирожных получается много на праздничное мероприятие или на большую семью. Большой плюс этих десертов это то, что они очень долго хранятся в холодильнике, в отличие от десертов с кремом. Рецепт рабочий и стабильный, а все нюансы приготовления я, как обычно, расскажу в этом видео. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, ведь мои подписчики знают, что в конце я показываю самые интересные кадры с демонстрацией изделий в разломе. По данному рецепту масло для теста прохладное из холодильника. Мед можно как натуральный, так и кондитерский. Для теста в муку добавляю сливочное масло. Перетираю масло в муке для получения масляно-мучной крошки. Делаю углубление. Добавляю желтки, в сметану всыпаю соду и перемешиваю. Выкладываю всю сметану в емкость с масляно-мучной крошкой. Перемешиваю крючками миксера, чтобы получилось однородное сметанное тесто. При отсутствии миксера вымесить тесто можно руками. Вот такое тугое сметанное тесто получилось. Рабочую поверхность присыпаю мукой. Выкладываю тесто и сразу начинаю его вымешивать в течение 2 минут. Руками формирую из теста колбаску. Разделяю тесто на 5 фрагментов, где 2 фрагмента должны быть тяжелее остальных 3. 2 фрагмента из теста вышли по 440 грамм. Это будут самые нижние и самые верхние слои, а остальные это внутренние слои с ореховой начинкой. Это делается для того, чтобы внутренние слои успели выпечься, а внешние не подгорели. Вес ваших комков из теста может отличаться от заявленного в этом рецепте, так как продукты всегда разные. Из теста формирую колобки. Подсыпаю мукой, укладываю сметанное тесто в тару, закрываю пакетом и убираю в холодильник. Грецкие орехи для начинки необходимо раздробить в крошку. Я использую для дробления блендер. При отсутствии блендера орехи можно размолоть скалкой. Фисташки для оформления раздробил в очень мелкую крошку. В грецкие орехи добавляю сахар, кардамон и ванилин. Перемешиваю ручным венчиком, чтобы все ингредиенты вмешались. Начинка для пахлавы готова. На стол выкладываю первый колобок из теста весом в 440 грамм и слегка растягиваю руками, подсыпая муку. Затем скалкой формирую прямоугольный пласт по диаметру своего противня. Диаметр моего противня составляет 36 на 32 сантиметра. Размер вашего противня может отличаться, поэтому формируйте пласты в соответствии с размером вашего противня. С помощью линейки определяю размер раскатанного пласта из теста. Осторожными движениями наматываю прямоугольный пласт на скалку. Перекладываю тесто на предварительно выстеленный пекарской бумагой противень. Распределяю тесто по всей площади противня. Начинку для пахлавы я заранее распределил по емкостям. Вес каждой порции составил 170 грамм. Растопленным сливочным маслом с помощью силиконовой кисточки смазываю тесто. Обсыпаю по всей поверхности теста ореховую начинку. Равномерно распределяю начинку по всей поверхности теста с помощью силиконовой лопатки. Убираю противень с заготовкой в холодильник. С оставшимися заготовками проделываю идентичные манипуляции. Последний большой пласт в 440 грамм я смазываю желтком с помощью силиконовой кисточки. Делаю диагональную разметку при помощи линейки. Осторожно прорезаю верхний пласт ножом, чтобы нанести разметки по всему периметру теста в виде ромбиков. Очень важно на этом этапе не делать глубоких прорезов, а только нанести разметки.
Убираю противень с пахлавой в разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут. Для приготовления глазури в теплый мед вливаю растопленное сливочное масло. Перемешиваю до однородного состояния. Если мед плотный, рекомендую разогреть его до теплого или горячего состояния, чтобы медовый сироп напитал начинку внутри пахлавы. Вот такая жидкая глазурь получилась. Достаю противень с пахлавой из духовки и делаю острым ножом глубокие надрезы, прорезая намеченные линии до самого нижнего пласта. Глазирую пахлаву медовым сиропом, нанося ее сверху, при этом также напитывая начинку сквозь надрезы. Друзья, буду благодарен, если поставите лайк на это видео. Для украшения пахлавы обсыпаю ее молотыми фисташками. Убираю противень с пахлавой в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Турецкая пахлава после приготовления имеет насыщенный вкус нежного теста с медово-ореховой начинкой, а аромат меда только усиливает вкус этого замечательного кондитерского изделия, популярного не только в Турции, но и во всем мире. Тесто настолько вмешалось в начинку, что стало единым целым в этом изделии. Пирожные просто тают во рту и заряжают положительными эмоциями, стоит их только попробовать. Фисташки придают не только особый вкус турецкой сладости, но и подчеркивают восточный колорит этим изделиям. Обязательно приготовьте эти восхитительные пирожные и порадуйте себя и своих близких изысканным вкусом домашней выпечки. Рекомендую подавать турецкую пахлаву горячему крепкому чаю. Спасибо, мои дорогие, за вашу подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.